Александро-Невская лавра. В 1710 году произошло важное событие в жизни Петербурга. Петр I повелел построить монастырь во имя Святой Троицы и святого князя Александра Невского. Место выбрали не случайно. Тогда считалось, что именно здесь в 1240 году состоялась битва со шведами, и новгородский князь Александр Ярославович получил почетный титул Невский. На самом деле битва произошла в устье реки Ижоры, там, где она впадает в Неву. Тем не менее, в 1724 году мощи Александра Невского были торжественно перенесены в Петербург, а святой благоверный князь становится покровителем молодой столицы. Первой освященной церковью монастыря стала Благовещенская церковь. С самого начала она служила усыпальницей многих государственных деятелей России. В ней погребены Разумовский, Шувалов, Голицын. В 1800 году здесь хранили Александра Васильевича Суворова. Самым величественным храмом на территории лавры стал Свято-Троицкий собор, возведенный архитектором Старовым. В день освящения храма 30 августа 1790 года в него перенесли мощи Александра Невского. Эта святыня покоилась в великолепной серебряной раке. Для ее изготовления понадобилось 90 пудов серебра, 1474 килограмма. К началу XIX века монастырь превратился в один из ведущих центров просвещения и культуры. Здесь нередко совершались богослужения в присутствии августейших особ, и поэтому все монастырские строения и храмы отличались пышностью и великолепием. На старейшем Лазаревском кладбище похоронены видные государственные деятели, ученые, литераторы. В частности, здесь находится могила отца русской науки Ломоносова. На соседнем Тихвинском кладбище погребены писатели Карамзин, Жуковский, Достоевский, композиторы Чайковский, Бородин, Глинка, многие видные художники, архитекторы, скульпторы, артисты. Отсюда название кладбища – Некрополь мастеров искусств. К началу XX века на территории Александро-Невской лавры насчитывалось 16 церквей. После революции монахов изгнали, мощи Александра Невского были изъяты, а серебряную раку передали в Эрмитаж, где она находится до сих пор. Казанский собор. Вот уже 2 столетия Казанский собор украшает собой Невский проспект, главную улицу города. Строительство было поручено Андрею Воронихину. Бывший крепостной графа Строганова был тогда почти никому не известен. Задача перед архитектором стояла более чем сложная. Каноны православного зодчества предписывают, что главный вход в церковь должен быть с запада, то есть со стороны узкой улочки, ныне Казанской. Парадным же надо было сделать северный, боковой фасад, обращенный к Невскому проспекту. При этом было поставлено непременное условие взять за образец собор Святого Петра в Риме. Игнорировать задание императора было так же немыслимо, как и слепо выполнить его. Идея архитектора была необычайна и оригинальна. Именно сбоку, со стороны Невского проспекта, Воронихин возводит великолепную колоннаду. Ее крылья изогнуты так, что они не замыкают площадь перед собором, а наоборот, широко раскрывают ее к проспекту. Так, объединив здание собора, площадь перед ним и главную магистраль города, Воронихин создает первый архитектурный ансамбль на Невском проспекте. Построенный за 10 лет Казанский собор был освящен 15 сентября 1811 года, а через несколько месяцев в Россию вторглась армия Наполеона. После торжественного молебна в соборе в действующую армию выехал новый главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов. Вскоре в собор стали стекаться военные трофеи: жезл маршала Даву, французские знамена, ключи от взятых городов. Сюда же доставили 40 пудов серебра, 655 килограммов, награбленного французами и отбитого у них казаками. Именно из этого серебра был изготовлен уникальный иконостас собора. 13 июня 1813 года под сводами собора был погребен победитель Наполеона Кутузов. На площади были воздвигнуты памятники русским полководцам Кутузову и Барклаю де Толли.
Так Казанский собор становится не только святыней православия, но и памятником победы. В 1929 году Казанский собор был закрыт и на многие годы превращен в музей истории, религии и атеизма. В 1991 году Казанский собор вернули епархии. Сегодня это главный кафедральный собор Санкт-Петербурга. Вернулась на свое место и главная святыня храма – икона Казанской Божьей Матери. Николо-Богоявленский морской собор. Никольский собор с первого взгляда поражает своим великолепием. Небесная голубизна стен, белоснежная лепнина, кружево решеток, золото куполов. Колокольня собора, стоящая отдельно, близ Крюкова канала, стала одним из самых узнаваемых силуэтов северной столицы. Собор не только один из красивейших в Петербурге, но и один из старейших храмов города. История его уводит нас к середине XVIII века в царствование Елизаветы Петровны. Именно на это время приходится расцвет русского барокко, и именно в этом стиле был возведен собор по проекту архитектора Саввы Чевакинского. Полное название храма – Николо-Богоявленский морской собор. Он состоит из двух церквей. Нижнюю во имя Николая Чудотворца осветили в царствовании Елизаветы в 1760 году, а верхнюю в честь Богоявления 2 года спустя, уже в присутствии Екатерины II. С тех пор собор практически не изменился. Входя в него, мы попадаем в XVIII столетие. Старинные иконы, золоченая резьба, мерцание свечей и лампад. Это поистине уникально, что храм за 250 лет сохранил свое убранство, а с ним и колорит эпохи. Главная святыня собора, греческая икона святителя Николая Чудотворца с частицей его мощей, находится в Нижнем храме. История собора и его святынь неразрывно связана с флотом. Первоначально храму, заложенному в морской слободе, предназначалась судьба обычной приходской церкви, но с момента освящения собор становится памятником славы русского флота. Еще со времен Петра I церкви стали местом празднования военных побед и важнейших государственных событий. При Екатерине II победы русского флота стали праздноваться именно в Никольском морском соборе. В память морских побед Екатерина II пожаловала собору 10 икон в золотых ризах. Накануне своего 40-летия императрица Елизавета Петровна решила уйти от суеты и провести остаток своих дней в стенах монастыря. Она дала распоряжение о строительстве монастыря для 120 девиц из благородных семей. В 1744 году руководить проектом был назначен архитектору Франческо Бартоломео Растрелли. Закладка собора состоялась 30 октября 1748 года. Монастырь назвали Смольным по названию самого места, бывшего Смольного двора. В 1757 году денег на строительство стало не хватать. Проект завершен не был, а победа в войне над Пруссией развеяла желание императрицы уйти в монастырь. В 1761 году Елизавета Петровна умерла, так и не увидев освящения собора. Достраивать корпуса собора стали в 1765 году и закончили в 1775 под руководством Юрия Матвеевича Фельтона. Однако из-за отсутствия денег интерьеры так и не были завершены. После вступления на престол Екатерины II было основано воспитательное общество для девочек из дворянских семей. Для их проживания как нельзя лучше подходил Смольный монастырь. Девушек стали называть смолянками. Во время правления Павла I монахини из монастыря перевели в другие обители, а кельты занял вдовий дом. Для благородных смолянок было построено здание Смольного института, куда они и переехали. Архитектором института стал Джакомо Кваренги. Достроен собор был уже во время правления Николая I. В течение 3 лет архитектор Стасов занимался реставрацией, отделкой интерьеров и пристройкой новых служебных корпусов со стороны главного входа. 20 июля 1835 года Смольный собор был освящен как собор всех учебных заведений. Смольный собор побил все рекорды строительства в Петербурге того времени. Он строился целых 87 лет. Вместительность церковного зала составила около 6000 человек и был украшен мрамором. Колокольня Растрелли так и не был суждено быть построенной. Смольный институт благородных девиц.
По указу Екатерины II 24 апреля 1764 года был учрежден Смольный институт благородных девиц. Это учебное заведение стало первым в истории России женским образовательным учреждением. Смольный институт был учебным заведением закрытого типа, куда принимались девочки дворянского сословия. Войдя в Смольный 6-летними девочками, смолянки выходили из него уже взрослыми 18-летними девушками. Вначале институт занимал помещение, которое строил Растрелли при Елизавете Петровне для Смольного монастыря. Но даже пристроив 3-й этаж, эти помещения едва ли подходили для исполнения своей роли. Для этого в начале XIX века было принято решение построить специальное здание для Смольного института. Для этой цели был приглашен архитектор Кваренге. Смольный институт благородных девиц просуществовал вплоть до 1917 года, став одним из самых долговечных начинаний Екатерины II. С 1923 года Смольный собор не функционировал и использовался как склад. В 1972 иконостас и все имущество собора было передано в музей. В 1974 году в соборе был открыт филиал Музея истории Ленинграда. В 1990 году здесь открыт концертно-выставочный комплекс. На сегодняшний день в здании Смольного института находится резиденция губернатора Петербурга и размещается городская администрация.